Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Астро Инспирационе. Таро расклад «Все не так, как кажется». 3 поворота, 3 знака судьбы. Что важно услышать, что важно знать, какие 3 сферы жизни выйдут у вас на первый план до конца августа. Это события ближайших дней. Август – это важный месяц года, может быть, самый важный, какой-то решающий. И за счет планетарных транзитов. По сути дела, у нас в августе стелиум в знаке зодиака Лев. Что такое стелиум? Это скопление планет. И тут 3 очень важные планеты. И Юпитер. Мы знаем, что это как планета большого счастья, то есть элемент удачи присутствует. Солнце как ясность, как новые смыслы в нашей жизни. Ну и ваша планета-управитель Меркурий, планета коммуникации и адаптации, нам дает особенную возможность правильно как-то перестроиться. И вот мы с вами 3 знака судьбы, как 3 сферы жизни. Что для вас, мои дорогие, будет важно, актуально, может быть, на чем нужно сконцентрировать собственные силы или внимание. А у вас такая многозадачность может быть. Вот как видят это, по крайней мере, карты, да? Вот давайте альтернативный вариант с вами и узнаем. Итак, первый знак судьбы и первый поворот судьбы. Какой сферы жизни, чего это может касаться? Вот вы знаете, логика ваша, да? И у нас получается 19. Если мы сложим 20, ну, это парная как бы карта все равно, да? Потому что она именно четная. Ну и 0, если отбросить, 2. То есть это все время какое-то взаимодействие. Но это так, пару слов о нумерологии. И, кстати, карта башня именно в колоде Ленорман – это не то, что в колоде Таро башня. И по этой карте, кстати, соответствует 6 пик. Это у нас что? Много информации. Какие-то учреждения. Может быть, контактные лица. По карте башня именно идет какая-то структура, ступенчатые структуры, законы, чиновники, мои дорогие, или вот офисы, пусть это будет, но здесь может 6 где-то пик, который соответствует карта, говорить о том, что будет очень много дорог, будет много передвижений, мои дорогие. Но здесь вот, видимо, есть какая-то тема в вашей жизни, что вам... Ну, либо какое-то дело, да, которое вы хотите оформить, какой-то важный документ, бумагу. Или, может быть, это касается учебы, кстати, тоже будет проходить. По сути дела, это, как мы говорим, казенный дом. Вот с чем это связано, что за энергии, что вам важно услышать прямо сейчас. А вот смотрите, скорость, да, карта скорости, я часто называю 8 жезлов, как карта доброй трансформации. Но у нас, как знаете, концентрируется что-то в одной точке, какой-то момент X, и мы понимаем, ага, вот это я на завтра не отложу. Прямо вот сегодня, прямо сейчас, может быть, отложить какие-то прежние, да, предпочтения, планы или вот какую-то многозадачность, отложить на потом, и будет какая-то тема, которая связана, как я говорила, с чиновниками, документами, бумагами, важными встречами, контактами. Вас здесь концентрирует ваша судьба на каком-то одном вопросе, который может выражаться как и с вашим желанием с одной стороны, но и с другой стороны с конкретной бумагой. Или с каким-то соглашением, может быть, контрактом. Вот вам именно нужно что-то оформить. Добавляет смыслов 8 жезлов, потому что говорит, ну ты как-то близнецы... Для вас будет важно вот именно вот этот момент, когда мы перегруппировались, хочется сказать, да, словно, ну, себя сориентировали на что-то новое, точно новое. У вас может быть такой поворотный момент, 3 пентаклей, любая тройка, это карта будущего, но это карта экзамена, у кого-то может быть и правда, получить сертификат, получить важную бумагу, но для этого вам приходилось учиться. Может быть, у вас будет на работе какая-то ситуация такова, когда, вот, кстати, на нас будут оказывать влияние люди из нашего окружения, с кем мы общаемся, с кем мы контактируем по работе, да, это где-то будет взаимодействовать с планами, может быть, это и личные вопросы какие-то, да, я тоже не исключаю. То есть окружение, что происходит у людей. И если мы говорим даже по работе, потому что тут больше может быть, ну, вот именно то, что вам необходимо для какого-то дела, для какой-то цели, для какого-то смысла. Вот именно этот продолжить сюжет и довести как до ума, мои дорогие. То здесь может быть, к примеру, на работе, да, какой-то человек увольняется, у человека меняется что-то в судьбе, и он, вот будьте к этому готовы, ну, как-то будет
через вот именно, это есть элемент внезапности, безусловно, но для вас это как судьба расчищает путь. И вот именно вот этот какой-то момент вам нужно ухватить и, может быть, построить карьеру. Или будет какой-то момент X, когда вы сможете какой-то очень важный документ, кстати, король кубков, правда, у кого-то проиграется с личной жизнью, когда в судьбе конкретного человека тоже что-то меняется. Иногда это родственники, иногда далекие родственники. Я не исключаю, что вот с таким сочетанием у кого-то вопросы наследства. Ну или какие-то материальные, имущества, да, движимое, недвижимое, может быть, переоформить что-то. Вот здесь есть такой момент. Или для вас может сложиться такая ситуация, когда вам придется, может быть, пойти учиться для того, чтобы получить какую-то должность, да, и вы придете к выводу, что это сделать необходимо. Будьте готовы, мои дорогие, что кто-то из вас может получить даже этот документ. По рыцарю мечей, кстати, это и бывает. Какие-то визитеры внезапные. Кстати, еще такой маленький нюанс. Если вы занимаете ответственную должность, могут быть и проверяющие. То есть это то, что мы не ждали. Это то, что мы не предполагали. И по рыцарю мечей это не совсем такие, знаете, добродушные энергии. Это карта правды, карта истины, которую мы сами ищем, и мы ее находим. И вот с конфигурацией всего того, что я сказала до этого, но это может быть еще и такой момент, когда вы слышите какую-то правду, как гонец ее вам приносит, и вы понимаете, вот прямо сейчас нужно действовать. Вот все остальное, как я говорила, откладываю на потом и занимаюсь каким-то одним вопросом. Может быть, это какой-то элемент согласия кого-либо, допустим, да? Ну или как звезды, мы говорим, сошлись. А ведь точно. Вы посмотрите, вы можете изменить статус. У кого-то сделать карьеру, у кого-то, опять же, документы, которые могут, к примеру, если мы даже говорим о недвижимости, да, или личной жизни. Здесь есть такой момент, что, знаете, как судьба посылает какой-то Его Величество случай, я тоже этого не исключаю. И тогда мы ухватываемся, словно, может быть, даже как за соломинку. Или, знаете, как какая-то... может быть, или какой-то сюжет, который может сложиться совершенно неожиданно в вашей судьбе. И вот это предчувствие перемен, предчувствие того, что вот если я сейчас словно этот клубочек потяну, если я вот именно сейчас продолжу что-то делать или продолжу развивать эту тему, то для меня это как-то раскроется совершенно с каких-то новых возможностей или с новой стороны. Вот такой элемент тоже будет. И именно это вас приведет к изменению статуса. И если по личной жизни, тут и по личной жизни мы можем изменить статус, потому что, к примеру, опять же, документы, вы будете решать что-то с любимым человеком, или это пусть родственники, может быть и далекая какая-то родня, или любимый человек, статус у нас иногда меняется, когда мы... оформляем, да, вот именно гражданское состояние дел. Кто-то замуж выходит или женится, или наоборот разводится. По-разному может быть. Все-таки мы все разные, расклад общий. Берите от нашего расклада лишь то, что откликается в вашей душе. Но по аркану император все равно меняется статус. У кого-то этот статус будет идти, к примеру, через оформление недвижимости, да. Раньше мы, допустим, даже проживали в одном месте, теперь мы меняем место, мы уже как бы владельцы недвижимости, уже какого-то другого пункта, места назначения. Или когда мы вообще не были владельцами, да, может быть, у кого-то совпадут и вопросы аренды, где-то тут тоже, да, вы можете рассматривать совершенно какие-то новые варианты. И, знаете, тут будет тоже такой нюанс. Если вдруг вам захотелось куда-то переехать, а у вас тут много карт скорости, вы знаете, эту тему надо додумать тоже. Кто знает, может быть, иногда так в нашей жизни бывает, мы меняем место жительства, и вот та обстановка, которая вокруг нас, меняет нас вторично. У кого-то может быть желание банально дома, да, какой-то ремонт и согласование вам придется какие-то проводить, да, чтобы это устраивалось как-то и по закону, да, вот гладко проходило, разные бывают ситуации. Или, может быть, это вы будете обращаться в какие-то инстанции для того, чтобы прояснить, вот именно ваши возможности. Перекладывайте на себя.
Мои дорогие, если посторонние шумы слышны, то это с улицы, я на это не влияю. Надеюсь на понимание. Итак, второй знак судьбы, второй поворотный момент. Что же нам тут хотят сказать? А вот тут смотрите, тут будет, знаете, такое какое-то интересное танго, шаг вперед, и где-то вы сами, между прочим, захотите в какой-то теме сделать шаг назад, как будто пронаблюдать. Вы кому-то можете не верить, и у нас все-таки леса. И леса – это нас всегда как предупреждение. Может быть, это вам надо быть где-то хитрее, не о себе не рассказывать всего, не быть как открытая книга. Все-таки леса – это не только хитрость чужая, но это и наша где-то, ну, назовем это мудрость, да, никто не знает, где там закончилась мудрость и началась хитрость. Такой вибрирующий момент. Ну, давайте раскроем поподробнее, с чем это связано. Может быть, я, кстати, тоже не исключаю, потому что у нас, как я сказала, много транзитов, а в конце августа у нас завершается лунным затмением в знаке Рыбы, и это всегда какая-то ясность, поэтому у вас какой-то запутанный вопрос может проясниться. Здесь может быть и такая конфигурация, когда вы понимаете, что вы сами находились в некоторых иллюзиях. Вам точно ясность какая-то придет, мои дорогие. Что хотят вам передать высшие силы? А вам хотят передать, что у вас, к примеру, был какой-то конфликт. Или у вас было какое-то недопонимание с конкретным человеком. Вполне вероятно, вы этому человеку даже не доверяли. Вот здесь на вас будет влиять именно фортуна. И мы говорим, как по колесу фортуны, это сейчас фортуна на вашей стороне, всегда, когда эта карта выпадает. Но опять же, элемент скорости есть. Мы не можем что-то отложить на потом. Как это все может обернуться, давайте узнаем поподробнее. Это будет связанная история с конкретным человеком, когда у вас будет какой-то выбор. Причем человек, ну, где-то, правда, вы можете, но его как анализировать, может быть, его личность с разных сторон. Где-то он для вас будет очень привлекателен, но вам может казаться этот человек чересчур продуманный. Вот есть какой-то такой очень тонкий момент, о котором вы никому не говорите, но если все это, как же это может обернуться для вас? Давайте еще одну карту. А у вас, смотрите, правда, какая-то запутанная история решается, которая у кого-то может быть связана королева жезлов, да? Но если мы не обращаемся к астрологии, не рассматриваем вообще, в принципе, карты, хотя у кого-то может совпасть человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. И, ну, это может быть и близкий, это может быть и по работе, ну, и хоть королева выпала, давайте по полу точно карту не будем рассматривать, у кого-то это может быть мужчина, не обязательно девушка, женщина. Ну, вот есть какая-то была, мои дорогие, прежняя история. Тут будет поворотный момент для кого-то из вас, связанный с конкретным человеком, когда человек сейчас делает выбор. Вот больше я вижу, что это первоначально выбор какой-то персоны, а потом, может быть, это вторично ваш какой-то выбор. Вы останетесь чем-то довольны. Тут будет поворотный момент, когда сама судьба складывает для вас такую траекторию, когда человек принимает решение. Может быть, вы будете в чем-то участвовать, но вы можете быть рады как из-за кого-то, так и за самого себя, потому что какая-то длительная, запутанная история, которая у вас, возможно, касалась, вот обернется все вашей победой, мои дорогие, которая касалась, опять же, какого-то персонажа, хоть близкого человека, хоть, ну, может быть, окружение, как мы говорим, коллеги, соседи. Есть тут какая-то конфигурация, когда вам сама судьба, фортуна складывает более приятный сюжет. Может быть, это будет тоже где-то связано. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и, опять же, бумаги, соглашения. Может быть, вы будете даже участвовать в каком-то общем деле, но вы от этого еще получаете какие-то очень важные бонусы. Поэтому мы говорим, можем сказать смело, что тут если чем обернется, то вашей победой, вашей радостью, вашим каким-то сильным положением, может быть, в обществе, или вашей где-то влиятельностью, мои дорогие близнецы. Ну, давайте, что это значит для вас, вот так вот поподробнее. А у вас как вам новый путь это открывает? Кстати, а ведь и правда, смотрите, у кого-то это может совпадать с близкими людьми, буквально кровным родством, у кого-то может совпадать с детьми.
дети, внуки, вот что-то такое. Тут какой-то такой переломный момент. Да, причем тот момент, который вас долгое время, вам либо что-то не нравилось, либо вы как сожалели о чем-то. Или когда, может быть, у вашего чада, даже у взрослого ребенка что-то не получалось осуществить. А здесь как элемент освобождения от каких-то преград, мои дорогие, правда? От какой-то запутанной истории, потому что сама судьба вам посылает неожиданную ситуацию, неожиданный сюжет. Или пусть это посылает какому-то человеку, но я здесь вижу взаимодействие, вы будете довольны как и за кого-то, так и за самого себя. Вот знаете, наверное, две судьбы переплетаются воедино. Вот такой знак судьбы. Переложите это на себя, потому что я не исключаю, что для кого-то это будет и, может быть, и любовная какая-то история. Но она будет, тем не менее, совпадать. Я не исключаю с выбором, как и вашим, так и человека. Но еще и одновременно первая позиция. Может быть, да, у кого-то все вместе переплетется, и это будут вопросы, опять же, статуса, недвижимости, может быть, оформление каких-то важных бумаг, причем какую-то запутанную историю вы сумеете довести до ума, вы останетесь этим довольны. Третий знак судьбы, давайте тоже с вами узнаем, что же тут за поворотный момент. А вот смотрите, тут не совсем такой он поворотный, потому что может быть связан с вами и с какими-то условностями. Называется чаще эта карта лилия, хоть именно на этой карте изображены калы. И соответствует король пик. Король пик, ну если мы переложим как бы как король мечей, да, для лучшего понимания, это где-то вы сами. Мои дорогие девочки, значит, у вас будет какая-то ситуация, либо связанная с мужчиной конкретным, либо это ситуация, когда даже если с мужчиной вам потребуются такие более рациональные мужские энергии, мужчины меньше там анализируют. Мужчины анализируют, я имею в виду, где-то с позиции чувств. Они рациональнее как-то, этот процесс у них быстрее проходит. Вот, видимо, и вам будет такой момент, когда вам придется словно отделить зерна от плевел. Вот тут не совсем понятно, но Чиро Маркетти изобразил каллы, ну или будем говорить как лилии, да, в классике, как будто в двух ипостасях. Есть живые цветы и есть витраж. То есть какая-то прежняя история, когда продолжается взаимодействие с конкретным человеком, с конкретными организациями, может быть, опять же, какие-то согласования, может быть, это даже те люди, которых вы знали долгое время, и вам судьба возвращает какую-то историю, которую, опять же, вам нужно трансформировать на день сегодняшний. Вот давайте мы с вами поподробнее узнаем, кто участвует в этом. По восьмерке кубков участвует, скорее всего, тот человек точно, с которым либо было расставание, либо с которым была ссора, либо который ушел, а может быть и вы ушли. Аркан влюбленная, опять же, личная жизнь может быть. Может быть, опять же, ситуация выбора, это старший аркан, но участвует именно тот человек, который вам не просто интересен, а он вам дорог. Тут та история, и вот интересно, по королю жезлов, это, у нас еще и выпадала королева, ну давайте так соединим, попробуем, можем сказать пара. Если все-таки нам карты говорят, придворные карты часто об этом говорят, и здесь может совпадать какая-то сложная история любви, сложная история взаимоотношений. Может быть, переплетутся вот у кого-то две вот эти позиции. Здесь будет связано не только с вашим решением, правда, и выбором, а с выбором какого-то человека, причем это та история, когда либо вы кому-то отказали, либо вам когда-то отказали, а вот все равно вы как судьбой, ваши судьбы, да, вот соединены, и какая-то история, она будет продолжаться. Здесь тоже будет история с кем-то. Либо это дружба по королеве Пентаклей, ну вообще пентаклевые карты двора именно часто показывают о наших близких. С учетом, правда, история любви, у кого-то страстная история любви. Тут, скорее всего, про любовь. Тут нам какой-то союз показывают, в котором, посмотрите,
У вас вообще, вас ожидает, вот что ожидает вас, да, до конца августа? Я должна сказать, сама по себе любовь и ожидает. У кого-то это может совпадать даже с встречей, может быть, того человека, которого вы когда-то знали, но потом эта история, ну вот она не завершилась ничем. Может быть, это то, что продолжается по сей момент, но имеет еще очень много пунктов непроясненных. Скорее всего, вы будете здесь что-то вместе обсуждать, возможно, договариваться, возможно, вы вместе будете рассматривать планы. Вы точно так же будете рассматривать планы, те, которые, может быть, когда-то были, как мечта. Причем вы будете это делать не один, а с каким-то человеком или не одна. А скорее будете, ну, видеть более рационально, что да, вот прежде была одна, может быть, ситуация. Здесь может быть и примирение для кого-то из вас, потому что, как и человек может открыться как с новых позиций, или вы как его для себя откроете заново, я это тоже не исключаю, но, несомненно, тут что-то будет продолжено. Давайте мы узнаем, а как это обернется для вас или может обернуться. Восьмерка мечей. Вам, мои дорогие близнецы, может быть где-то, ну, буквально страшно. Или вы будете сомневаться по какому-то вопросу. А я вам скажу по какому. Потому что, ух ты, как тут все серьезно. А какая-то история отношений у вас проходит мощную трансформацию. И карта Иерофант. Мы можем где-то соотнести вот как раз первые карты колоды Ленорман, потому что часто это структура, провластные какие-то структуры, да, или официальные учреждения. Может быть и правда, тут у вас то, что было какой-то запутанный клубок, он у вас постепенно раскручивается именно в августе, до конца августа, и вы для себя многие позиции можете прояснить, как минимум 3. Но вот эти вот страхи внутренние или сомнения – это карта искаженного восприятия, потому что вам может быть, знаете, такое чувство, что я именно сейчас какой-то делаю ответственный выбор, и вся моя жизнь от этого шага или от моего выбора будет меняться. Понимаете, тут вам придется как на что-то решиться. Ну, раз тут все так неоднозначно, давайте мы еще с вами достанем карты. А к чему это вообще все идет? К чему это все идет для вас? Тут надо что-то не упустить, мои дорогие любимые близнецы. К чему это все идет? Ну, как-то сложновато вам будет принять решение, будьте к этому готовы. Правда, вы тут кому-то можете не верить, может быть, есть какая-то ваша личная тайна, мои дорогие, но вот здесь вот именно для вас наступает момент X, когда вы все можете прояснить, через откровенные беседы, разобраться, может быть, с конкретным человеком, сказать, на что вы способны, на что вы готовы, может быть, да, что в ваших силах, я имею в виду, что способны, да, сделать, продолжить, или насколько углубиться в какую-то историю. Шестерка пентаклей тут как помощь высших сил. Здесь нам помогают решить, правда, какой-то, может быть, запутанный даже проект. Кстати, карта финансового успеха. Может быть, то, что вы много раз пытались как попробовать, да, или решить, опять же, финансовый какой-то вопрос, но у вас каждый раз как все, ну, соскальзывало. Или у вас один вариант не получался, второй, третий, поэтому могут быть и сомнения. Все время что-то не складывалось. Вот здесь, похоже, это будет складываться. И вам этот, как пусть это даже с элементом новизны, пусть у вас по какому-то вопросу будут сомнения. Безусловно, по этой карте может быть человек, который, пусть это даже... Ну, если мы говорим личная жизнь, может быть, тут помощь какого-то родственника, да? Я же не вижу судьбу каждого из вас, но для кого-то может быть и ваша помощь кому-то. Может быть, тут есть взаимодействие двух людей, когда один другого дополняет. И тут действительно к чему все идет? К финансовой победе или получению важной бумаги, которая может быть вам, ну, банально, вы закрываете кредит, или кто-то открывает ипотечный кредит, кто-то согласовывает, может быть, важный документ и подписывают не вы одни, а подписывают еще какие-то люди. Вот здесь можно будет даже собрать какую-то очень сложную историю, как не сложившийся долгое время пазл воедино. Причем тут помимо любви, я бы сказала, тут есть конкретные материальные вопросы или ваша материальная заинтересованность. Так а вот в чем поворот судьбы? Что для вас будет неожиданно?
Для кого-то придется пересмотреть свою личную жизнь, для кого-то, это не для всех, аркан-отшельник. Как завершается одиночество, мои дорогие. Еще одна шестерка, еще одна победа. Победа в финансах. Поэтому, правда, у кого-то может решиться вопрос. Для кого-то из вас будет какой-то важный путь, дорога, когда вы сумеете не просто для себя как с чем-то определиться или увидеть что-то своими глазами, когда вы решитесь на какой-то ответственный шаг. Правда ведь? Посмотрите, первый аркан-отшельник, а завершается, то есть если мы спросили поворот судьбы, картой семьи, картой дома, картой по максимуму, да, финансов, благополучия, изобилия, процветания. Хочется сказать, какой-то волшебный союз вы можете заключить, можете, безусловно, который вас будет, знаете, все-таки устраивать, несмотря на элемент трансформации, несмотря на элемент внутренних сомнений и страхов. Вам посылает судьба какой-то очень, его величество, счастливый, хочется сказать, случай, и вам придется на что-то решиться. Конечно, вывод или вот этот выбор будете делать вы сами, но ведь это карта заслуженного успеха. Это только первый шаг мы делаем где-то в августе. Потом нам придется пройти какую-то дорожку еще, но к чему она и ведет, да? Вот что неожиданно, в чем поворот судьбы. Вы посмотрите, ваша жизнь играет совершенно другими красками. И правда, у кого-то из вас, я не исключаю, может быть и новое знакомство для тех, кто один или одна. Или какая-то история прежняя даже, да, взаимоотношений, она может переходить на новый уровень. Причем здесь это будет сопутствовать большим взаимопониманием, большим, может быть, интересом со стороны и вас, и партнера. Для кого-то это может быть как соединение не только где-то на уровне эмоциональном, на уровне чувств, а когда у вас какие-то вместе проекты, планы на будущее будут. Правда, тут вы пересмотрите какие-то прежние, может быть, даже свои мечты, может быть, это какой-то, буду благодарна вашим комментариям, может быть, это какая-то затянувшаяся история отношений, допускаю, что очень запутанная, которая стремится к развязке, и в этом вам помогают высшие силы. Ну, наверное, не случайно у нас август такой поворотный, судьбоносный месяц, потому что в нашей жизни ничто не происходит случайно. Важно все. И все те люди, которые в вашей жизни присутствуют в августе, те вопросы, которые вы решаете, поверьте, вам судьба расчищает путь. Но и самим себе нужно помогать, что-то не отложить на потом. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.